День добрый. Периодически меня спрашивают, а как ты отстреливаешь винтовки? Говорят, что там, при таком количестве, что ты делаешь, это нереально, потому что тебе надо просто жить там в тире и прочее, прочее, прочее. Люди, естественно, имеют право сомневаться, это вполне нормально. Я к этому нормально отношусь, и именно сейчас я покажу, как это делают для таких людей. Но есть еще категория людей, которые утверждают, что Эдик врет, Эдик никогда так не делает. Вот этих людей особенно берегитесь, потому что человек, это называется проецирование. Человек на других людей проецирует то, на что он способен сам. Если человек утверждает, что кто-то обязательно врет, то этот человек в первую очередь вам соврет в случае, когда ему предоставится такая возможность для того, чтобы получить определенную для себя выгоду. Поэтому держитесь от них подальше. Значит, касательно стрельбы, все очень просто. Я максимум скинул с себя все технические работы. Я не вешаю мишени, я их не снимаю. Я не вешаю белые листы, я их не снимаю. Я не записываю ничего в паспорта, я просто стреляю. Я даже барабан не снаряжаю, они же все готовы, сейчас увидите. Значит, как это происходит? Первое. Стреляю в белый лист, смотрю СТП, вывожу ее близко к нулю, переношу сюда и стреляю по определенному алгоритму, который уже известен мне и известен людям, которые снимают мишени. Пишу легенду, и в соответствии с легендой они снимают эти мишени, и, соответственно, потом они их расклеивают. Обычно мне хватает 2-3 пристрелочных выстрела, поэтому я использую на пристрелку один барабан. То есть 10 пулек, 2-3 выстрела у меня идут пристрелочные, потом 7 выстрелов идет сюда. Допускаю до 5 выстрелов сюда и 5 пристрелочных, и при этом использую только один барабан. Основная моя задача не получить идеальную кучность, потому что этого не нужно. Мне важно понять, как работает винтовка. Потому что я их уже тысячи отстрелял и сотни тысяч выстрелов. И мне достаточно сделать несколько выстрелов, чтобы понять, да, это нормально в соответствии с тем, что я делаю, или нет, это плохая, ее надо на переборку. Поэтому не нужно мне там рассказывать о том, что он там 5 пулек стреляет, а этим там не посмотришь винтовку, а там надо стрелять там все плато. Все это хрень полная. Потому что в 99,9 случаев, если винтовка здесь прошла тестовый отстрел, она стреляет нормально. Мы сейчас пойдем на стрелочный рубеж. Я покажу, как все будет происходить. Камера не будет выключаться. Единственное, что я сделаю потом, чтобы сократить файл, момент, когда я стреляю, мы его сожмем, ускорим, и будет все очень быстро и интересно. А потом, после того, как мы отстреляемся, мы вернемся сюда, посмотрим мишеньки. Все это непрерывно будет, для того, чтобы видели непрерывный процесс. Пошли? А вот здесь обратите внимание на песок, специально освещенный песок. Это нужно для чего? Иногда получается, что я не могу найти пулю там, то есть достаточно серьезное отклонение. Это первый ноль. Я стреляю в песок, вижу четко, куда она попадает, делаю поправки и потом уже по белому листу отстреливаюсь. Итак, как происходит отстрел? Я, как уже сказал, я стараюсь максимально ускориться. Я только стреляю. Вот у меня два одинаковых прицела. Мой помощник меняет прицелы и только дает мне винтовки на отстрел, я отдаю отстрелянные. Соответственно, это все достаточно ускоряет. Хорошо. Потом, как я уже сказал, я не забиваю барабаны. Видите, у меня специально обученные люди забивают барабанчики. Поэтому моя задача очень проста. Просто стрелять. Вот 51 винтовка. Кто хочет, может поставить на паузу и посчитать. Готовы? Поехали. Так, первую я сам вскрою. Remember that you should make it very slightly, not too. Okay, put another one in. Let's go. Just a minute. Да, для понимания. Вот 17. Где там? 17,51.
Сейчас я подсвечу. Видно? 17:51. Поехали.
широкое поле, едут да по полю герои, прошлого времени герои. Ветер развеет, эх, да по зеленому полю их удалые песни, прошлого времени песни. Только оставит им боевую славу и запыленную дорогу, вдаль уходящую дорогу. Полюшка, поле, видела немало горя, было пропитано кровью, прошлого времени кровью. Полюшка, поле, полюшка, широкое поле. It's working? No. Yes? Yes. I think over there, from that angle. Мы решили поменять угол съемки, а то что на спину-то смотреть? The battery is 22. we made more than half. Гори, гори, моя звезда, звезда любви, приветная. Ты у меня одна заветная, другой не будет никогда.
18:53. У нас батарейка заканчивается. Сейчас мы в темпе идем к мишеням. Отстреляно 49 винтовок. Пойдем. Let's go. Франциско. Не хватило батарейки нам, чуть-чуть не хватило. Работает? Свокрень? Да. Не хватило нам батарейки, совсем чуть-чуть. Отстрелял 49 винтовок, время вы видели. Я старался стрелять очень быстро. Ну, результат чуть хуже, чем мог бы быть при нормальной стрельбе. Вы видели, что поправки я почти не трогал. Это значит, что при сборке винтовки практически все в одну кучу идут. В принципе, все. Все остальное в комментариях расскажу. Спасибо. Ну, у нас случилась маленькая техническая заминка. Дело в том, что аккумулятор на камере сдох, не дождавшись окончания стрельбы всего 3 винтовок. Но тем не менее, вы видели, то есть на 50 винтовок в среднем час уходит, может быть чуть больше. Конечно, я сейчас старался стрелять побыстрее, потому что хотел уложиться в жизненный цикл аккумулятора, но не совсем удалось. И поэтому точность несколько хуже, но не суть. Значит, вот видите пристрелочный лист, вернее, и вы видели, я специально потом камеру поставил под другим углом, чтобы вы видели, я практически поправок не делал. То есть мне хватало, как я и говорил, 1, 2, максимум 3 выстрелов, только на одной винтовке было, по-моему, что я не видел, потому что уже много пуль здесь, и я не видел, куда попадало, поэтому мне пришлось барабан отстрелять сюда, все-таки найти, куда он попал, а потом уже барабан отстрелять в мишень. И одна винтовка плохо стреляла, мы ее отставили тоже. То есть из 51 винтовки одна плохо стреляла, остальные отставили. Ну и мишени, в принципе, здесь. Ну вот, например. Ну, на мой взгляд, в принципе, неплохо. Вот это 20 миллиметров. Здесь от 6 до 9 выстрелов, от 7 до 9. То есть в зависимости от... В общем-то, и с такой скоростью, с какой я стрелял, и такое количество винтовок, которые я отстрелял, вполне. Так как я стреляю из этих винтовок уже очень много, то мне достаточно несколько выстрелов для того, чтобы понять, работает она нормально или не работает. Час 50 винтовок. То есть в день, не напрягаясь, я могу отстрелять 100, что я и делал. Если очень захотеть, можно отстрелять 2 сотни. 2 сотни это фактически полумесячный объем производства. А если очень-очень постараться, я могу и месячный объем производства за день отстрелять. Так что вот, наслаждайтесь. Спасибо.